Добрый день! Сегодня давайте рассмотрим транзистор в ключевом режиме. Первая схема будет эквивалентом транзистора в ключевом режиме. На ней мы имеем минимум компонентов. Это источник питания, нагрузка, которую нам необходимо коммутировать, и сам ключ. При 60 вольтах от источника питания, 60 вольт выбрано из соображения предельного напряжения коллектор-эмиттер для выбранного мною транзистора в следующей схеме. Мы получим на нагрузке в 4 Ома 900 Вт полезной мощности. Так как в программе мы имеем идеальные элементы без внутренних сопротивлений, то мы получаем КПД схемы 100%. Что получили от источника питания, то и отдали в нагрузку. Но что мы можем сделать обычным механическим ключом? Включить нагрузку и выключить ее, когда нам необходимо. Мы можем, конечно, в некоторых пределах, даже используя механизацию, использовать механический выключатель для регулирования подаваемой в нагрузку мощности. Но, во-первых, это будет довольно низкочастотный регулятор, а во-вторых, механическая надежность. Число переключений ключа довольно низкое. А в-третьих, при коммутации таких больших токов выгорание контактов ключа тоже стоит не на последнем месте. Поэтому это и является чисто теоретической возможностью. Поэтому нам на помощь приходит транзистор. Если вам кто-то скажет, что в сварочном инверторе стоят ключи, то это значит, там стоят транзисторы в ключевом режиме. Я уже рассказывал в предыдущих видео о напряжении насыщения на полупроводниках, будь то диод либо транзистор. Так вот, чтобы транзистор ввести в режим ключа, необходимо задать ток базы таким, при котором напряжение коллектор-эмиттер в открытом состоянии не будет превышать предельные паспортные данные для напряжения насыщения. Если нам нужно коммутировать небольшую нагрузку, базовый ток может быть и 100 мА. Но если мы хотим получить от ключа максимальную мощность и на низкоомной нагрузке, импульсный базовый ток необходимо доводить до предельного паспортного импульсного тока. Иначе напряжение коллектор-эмиттер превысит предельное напряжение насыщения, и в этот момент при максимальном токе в нагрузке в открытом состоянии резко вырастает мощность потерь на транзисторе, которая приведет к резкому локальному повышению температуры кристалла транзистора, которая почти неизбежно приведет к выходу транзистора. Давайте посмотрим на работу транзистора в ключевом режиме в разных режимах – частотах, нагрузках, скважностях. Включаем нашу схему при частоте 100 Гц и нагрузке 4 Ома. Скважность выходного сигнала равна 50%. Генератор прямоугольных импульсов выдает нам идеальные прямоугольные импульсы напряжением 5 вольт. Ограничение тока базы зависит только от сопротивления R1 и напряжения насыщения перехода база-эмиттер. R1 подобран с таким расчетом, чтобы импульсный ток не превышал предельный паспортный импульсный ток для данного транзистора. Давайте измерим КПД нашего ключа. Мы получили мощность на нашей нагрузке 422 Вт средней мощности. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер меньше 1,9 вольта. А от батареи мы потребили 436 Вт средней мощности. И, соответственно, 845 и 872 Вт в момент открытого ключа. КПД 422 делим на 436, умножаем на 100 и получаем наш КПД 96,8%, средний КПД. Теперь КПД при открытом ключе. 845 делим на 872, умножаем на 100 и получаем 96,9%. А теперь попробуем уменьшить сопротивление нагрузки. Давайте поставим 3 Ома и посчитаем то же самое. КПД
397, мощность уменьшилась, делим на 488, потребляемая мощность увеличилась, множим на 100 и получаем 81,4%. При открытом ключе 794 делим на 976, умножаем на 100 и получаем те же 81,4%. И напряжение насыщения выросло до 2,9 вольта, а мощность потерь на открытом транзисторе возросла до 48 Вт с 27,5 Вт. А теперь увеличим сопротивление нагрузки до 8 Ом. КПД 218 делим на 222, умножаем на 100, получаем 98,2%. В открытом состоянии ключа 436 делим на 443 и умножаем на 100. И получаем 98,4%. И напряжение насыщения упало до 0,96 вольта. Эти эксперименты показали, что сопротивление нагрузки данного типа транзистора менее 4 Ом приводит к резкому падению КПД. И наоборот, при сопротивлении более 4 Ом КПД растет, но при этом напряжение питания, мощность, выделяемая на нагрузке, падает, соответственно мощности нагрузки. А теперь о том, зачем это все нужно. Давайте попробуем менять мощность, выделяемую на нагрузке. Каким образом, спросите вы? Элементарно, Ватсон, говаривал известный персонаж советского фильма. Изменим скважность импульсов до 0,1%. И получим на нагрузке 4 Ома среднюю мощность 745 милливатт. Изменим скважность импульсов до 99% и получим среднюю мощность 837 Вт. При КПД 97%. Промежуточные значения я ставить не буду, это и так все понятно. Но это было все хорошо при 100 Гц входного сигнала. И еще одна мелочь. Чтобы раскачать наш транзистор до этих параметров, мощность сигнала, подаваемая на базу транзистора, равна более 23 Вт. И по-хорошему вместо нашего транзистора лучше бы использовать мощный составной транзистор Дарлингтона. А если нам нужно сделать, к примеру, усилитель низкой частоты класса D, то по теории Котельникова частота квантования должна быть по крайней мере в 2 раза выше верхней частоты звука. Как вы, наверное, уже знаете, в компьютере для качественного воспроизведения используют минимальную частоту 44,1 кГц. Класс D использует широтно-импульсную модуляцию, в которой восстановление исходного сигнала производится обычным ЛЦ-фильтром низкой частоты и механическими свойствами динамиков. Услышать частоту 44 кГц невозможно. Но если подать этот сигнал непосредственно на нагрузку, то это приведет к нагреву звуковых катушек и выходу их из строя. И на частоте 44 кГц при таком методе квантования сложно получить высокое качество звучания. Поэтому производители применяют повышенную частоту до 460 кГц. Либо сварочный инвертор или блок бесперебойного питания используют повышение частоты ради уменьшения физических габаритов трансформаторов и дросселей. Поэтому давайте посмотрим, а легко ли нашу схему перевести в такой высокочастотный режим. Ставим скважность 50% и делаем частоту генератора 100 кГц. И мы на выходе вместо меандра получили пилу. А какой КПД мы получили? КПД равен 379, деленное на 570, умноженное на 100 и 66% наш КПД. А почему это произошло? Все дело в том, что скорость нарастания напряжения зависит от емкостей между переходами транзистора,
определяющих граничную частоту работы транзистора. С изменением частоты входного сигнала в работе транзистора ничего не поменялось, но длительность нарастания фронтов выходного сигнала стала соизмерима с периодом выходного сигнала. И мы теряем полочку в меандре, вырождая наш меандр в пилу. Так как основой ключевого режима является эта самая полочка, а фронт и спад сигнала – это переходной режим между линейным и ключевым, то мы резко потеряли КПД, и транзистор начинает резко нагреваться. А теперь давайте заменим наш транзистор составным транзистором. И мы свободно получаем меандр на частоте 100 кГц и даже на частоте 460 кГц. КПД на частоте 100 кГц 92%. А если поставить ИЖБТ-транзистор, то на частоте 460 кГц КПД стремится к 97%. Но напряжение на входе для полного открытия транзистора необходимо поднимать до 28 вольт. А на сегодня у меня все. Лайки, дизлайки, подписка на канал и вопросы от вас. От меня всего доброго. До свидания.